Он всегда выглядел так, будто родился для сцены. Уверенный взгляд, безупречный стиль, миллионы фанатов по всему миру. Но за этой идеальной картинкой скрывается жизнь, о которой он сам говорил: «Если бы вы знали все, вы бы не поверили, что я до сих пор здесь». Это история мальчика, который вырос среди полей и почти бросил мечту. История айдола, который пережил утраты, тайную любовь, хейт и одиночество. Это V из BTS. И сегодня вы узнаете о нем то, чего не расскажут официальные биографии. Ким Тэ-хён родился не в Сеуле и не в центре индустрии, а в маленьком городе Тэгу 30 декабря 1995 года, где мечты о сцене звучали как шутка. Его семья жила скромно, отец работал фермером, а мама занималась домом. Родители часто уезжали на заработки, и большую часть детства он проводил с бабушкой, той самой женщиной, которую позже назовет своим ангелом. Он был тихим ребенком, который не выделялся в школе. Но в его жизни была тайна. Он мечтал стать артистом с самого детства и тайком репетировал перед зеркалом, записывал голос на старую кассету и пел на школьных праздниках. Учителя говорили: он талантлив, но слишком скромный, чтобы пробиться. Никто тогда не верил, что этот парень изменит музыкальную историю. Когда ему было 16, он пошел на прослушивание в Бигайт не ради себя, он просто сопровождал друга. Но судьба решила иначе, заметили не друга, а его. И даже после того, как он прошел отбор, компания держала его участие в секрете. Пока другие стажеры получали фанатов и известность, он месяцами оставался призраком проекта. Тэ-хён признавался, что именно тогда думал бросить мечту. Он каждый вечер плакал в комнате общежития и чувствовал, что не нужен даже собственной группе. «Я был лишним», — говорил он. Но именно это чувство унижения стало топливом. Он решил доказать всему миру, что достоин сцены. Во время подготовки к дебюту его жизнь изменилась навсегда. Умерла бабушка, женщина, которая его растила и заменяла родителей. Самое страшное, он узнал об этом за несколько часов до концерта, но все равно вышел на сцену и спел, как будто ничего не случилось. Позже он признался, что та утрата сломала его сердце навсегда. С тех пор он никогда не говорит о своей семье публично, для него это святое. Даже его родные крайне редко появляются на фото, потому что Ви всеми силами защищает их от давления славы. Любовь для него всегда была чем-то, что нельзя показывать миру. Его первая история началась еще в школьные годы, тихо, искренне и без взаимности. Девушка, которой он испытывал сильные чувства, выбрала другого, и это стало его первым настоящим сердечным ударом. Позже поклонники уверены, именно эта боль вдохновила его на создание песни «Стигма», в каждой строчке которой слышится сожаление и неотпущенная вина. Но настоящие испытания начались уже после того, как его имя узнал весь мир. Одно неосторожное действие может разрушить репутацию айдола, и Ви испытал это на себе. В 2015 году он появился на эфире с браслетом, который, как позже выяснилось, был подарком от его бывшей девушки. Казалось бы, мелочь, но она вызвала бурю негатива. Фанаты обвинили его в предательстве, он удалил посты и на время исчез из соцсетей. Позже он признался, что это стало одним из самых болезненных эпизодов его жизни. Тогда он впервые осознал, что его личная жизнь больше не принадлежит только ему. С тех пор каждое слово, каждое движение стало поводом для обсуждений. Самый громкий скандал вспыхнул, когда его начали связывать с Дженни из Blackpink. Их заметили вместе в Париже, в сеть утекли фотографии, якобы сделанные тайно, и интернет взорвался. Никто так и не подтвердил, была ли это настоящая любовь или просто дружба, но эта история стала одной из самых обсуждаемых в мире поп. После всего пережитого Ви стал говорить о любви с осторожностью и скрывать личное за 7 замками. Но где-то за сценическим образом, вдали от вспышек камер, он остается тем же самым парнем, который однажды мечтал просто любить, искренне, без осуждения и без страха. Даже став мировой звездой, он не избавился от своих внутренних демонов.
Тэхён не раз говорил о панических атаках, бессоннице и депрессии, которые сопровождали его на протяжении карьеры. Иногда перед концертом он не мог выйти на сцену из-за тревоги, но всегда находил в себе силы улыбнуться для миллионов фанатов. Во время одного из ранних концертов BTS, еще до мировой популярности, Тэхён подвернул ногу прямо на сцене, но не покинул ее и отработал номер до конца с болью. Позже он признался, что боялся разочаровать фанатов, поэтому улыбался, хотя каждый шаг давался с трудом. Это событие многие фанаты называют моментом, когда Ви превратился из айдола в артиста. Самым темным годом стал 2018. Бешеный график, постоянная критика, давление ожиданий едва не довели его до срыва. Тогда он написал одну из самых личных песен «Синри», в которой спрятал всю свою боль и надежду. Несмотря на популярность, Ви не раз сталкивался с волнами хейта, и не только от хейтеров, но даже от части фанатов. Его обвиняли в том, что он портит концепцию группы, поет не так, слишком медленный. Он признавался, что читал комментарии и плакал, но вместо того, чтобы сломаться, стал лучше петь, танцевать и актерски работать. Именно после таких нападок он решился на актерский дебют в «Дораме Хваран», где проявил себя настолько сильно, что некоторые сцены снимались с одного дубля, без повторов и репетиций. Сегодня Ви – это не просто участник BTS. Это человек, чье влияние выходит далеко за пределы музыки. Его стиль копируют дизайнеры, его появление на модных показах поднимает продажи брендов, а его голос называют самым узнаваемым тембром поколения. Но за всей этой славой все еще живет тот самый мальчик из Тэгу, который однажды мечтал просто спеть на сцене. И, возможно, именно это делает его особенным. Он не стал легендой ради славы, он стал ею, потому что не сдался, когда мир сказал «нет». Его путь – это не просто слава и сцена. Это история человека, который прошел через боль, сомнения и потери, но не сдался. Он доказал, даже из самого темного прошлого можно создать свет, который вдохновит миллионы. Если эта история тронула тебя, поддержи ее лайком и подпиской. Напиши в комментариях, что ты чувствуешь, слушая его песни. Ведь каждый ваш отклик дает силы продолжать рассказывать такие истории дальше.